ефірі студія «Репортер». Я Тетяна Блайда. Вітаю вас. Боротьба з булінгом, культура комунікації між дорослими та дітьми, ігротерапія як методика викоренення дитячих конфліктів. Про ці питання говорили в Одесі в форматі круглого столу. Поговоримо про це і ми. В студію «Репортеру» Михайло Кацин, заступник декану факультету міжнародно-правових відносин, та Брюс Леимсидор, професор університету Кафоскарі в Італії. Я вас вітаю, друзі. Дякую, що прийшли до нас в студії. Давайте спершу згадаємо, як пройшов той круглий стіл. Він відбувався в Європейському ліцеї, наскільки я знаю. Взагалі, чому от виникла така необхідність поговорити про булінг? Я розумію, чому, але все ж таки ви скажете. І хто виступав зі спікерів? Поважні гості Західної Європи, один з них у нас в студії. Хто ще був спікером? Татьяна, во-первых, спасибо большое вам и каналу «Репортер» за приглашение. Вы знаете, вот я представляю факультет международно-правовых отношений, как вы сказали, совершенно справедливо являюсь заместителем декана этого факультета. И вот наш факультет и Национальный университет Одесской Юракдемии, поверьте, делает очень многое для того, чтобы самые назревшие проблемы нашего общества решались. Не нужно ни в коем случае замалчивать, нужно их актуализировать, нужно обговаривать и нужно делать все, чтобы эти проблемы искоренить. И это самый лучший вклад, который мы можем сделать как университеты для нашего общества, для нашего украинского государства. Тобто вы придумали на вашем факультете, так? Да, и президент нашего университета Кивалов Сергей Васильевич, поверьте мне, и как депутат Верховной Рады Украины, и как президент нашего университета делает все для того, чтобы мы, как вот его команда, как преподаватели университета, как менеджмент университета, мы делали все, чтобы такие мероприятия имели место быть и привлекали общественное внимание, более того, создавали общественный резонанс. На этом мероприятии присутствовал директор школы Алевтина Подорожная, это директор Европейского лицея, этого замечательной школы, которая впервые за 10 лет открыта в Одессе совершенно по новым стандартам, с новым духом. Также присутствовал заместитель директора департамента образования Одесского городского совета Ирина Столбова. Присутствовал депутат Одесского городского совета от партии «Доверяя делам» Александр Геннадьевич Шемет, который активно проводит антибуллинговую кампанию в городе. Уважаемый гость Брюс Леимсидор, вы видите, насколько репрезентативно был вот этот круглый стол. Так, среди слушателей однозначно были все так. каналы. Я хочу подчеркнуть, были все одесские каналы, которые Наш освещали мероприятие. Так. Конечно, и мы очень благодарны репортеру, что репортер тоже присутствовал. Так, дуже вам дякую вам за таку тему. І все ж таки давайте перейдемо до самої проблеми булінгу. Давайте. У мене питання до нашого поважного гостя, до Брюса. Наскільки явище булінгу розповсюджене серед європейської молоді? Professor, if we are talking about bullying and as a great concern of European youth, is it quite widespread phenomena in Europe? І які він форми отримує? And which actually shapes does it have? The question of bullying in schools. Вопрос буллинга в школах in Europe does not seem to be as widespread and as common as it is in other countries. Не представляется таким серьезным и распространенным, как в неевропейских странах. In the United States, в Соединенных Штатах Америки, it seems to be a very serious problem. В Соединенных Штатах Америки эта проблема, она имеет достаточно серьезный характер. And I assume from Я могу предположить, my colleagues here in Ukraine могу предположить, что мои have indicated that in fact this is a problem here too. Я могу предположить, исходя из разговора с моими украинскими коллегами, что здесь это тоже является серьезной проблемой. In Europe, в Европе, in Italy, в Италии, Austria, в Австрии, Germany, в Германии in France, и во Франции. It seems to be a problem, but not a это serious является and также проблемой, но это не является настолько серьезной places. Проблемой, как в других странах, включая Украину. Так, в Україні дуже часто доходить до бійок. Можливо, вам говорили колеги, можливо, ні? Unfortunately, quite often children have fights in school. Серед школярів остання бійка в Одесі, це бійка школярок, це дівчат в одному з районів Одеси. Yeah, we even have a pity situation when two girls had a fight at school. Як ви думаєте, чому булінг в нашій країні набуває таких жахливих форм? Such terrible shape? Well, I think the problem may very well be too that the children in certain countries have a very bad
very bright picture given to them by their parents and by Я думаю, the что одной из society. проблем является то, что в некоторых странах дети имеют негативную картину своих родителей перед глазами. When the children Когда see родители in the видят society that в there are certain обществе, people who are outcasts, что есть какие-то люди, которые ниже находятся по социальному статусу, чем другие. this leads directly into the question of bullying. И это как раз и ведет к пониманию вопроса буллинга. In the European Union, especially in Western Europe, while obviously there are so serious social problems, we have a Конечно же, в serious Европе, в problem Европейском with Союзе есть xenophobia. серьезные проблемы, такие как ксенофобия. But we do not have as much of a problem, for example, with people of non-conventional sexual orientation. Но у нас нет такой серьезной проблемы, как, например, вот есть здесь, посвященная, например, правам ЛГБТ. In Western Europe, В it is Западной simply not Европе, acceptable в Западной Европе это просто недопустимо for parents to make, для and adults to родителей. make negative comments about gay people, В Западной for Европе example. это, например, недопустимо, чтобы взрослые говорили при детях негативных комментариев по поводу, например, представителей ЛГБТ-сообщества. I have the impression У меня that есть here in впечатление, Ukraine, что здесь, в this Украине, is это- not so much the rule, that it's more permitted for people to make homophobic у меня есть slurs. впечатление, что ситуация в Украине несколько иная, и как раз взрослые позволяют себе негативные комментарии в сторону, например, представителей ЛГБТ-сообщества. In Switzerland, В for example, Швейцарии, it is actually illegal это вообще легально, to make a homophobic statement. говорить гомофобные заявления. That's not the case, unfortunately, here. Но это естественно, что в Украине за это криминальное уголовно не преследуется. And that leads, of course, when the children see that their parents can act this way, the children act this way too. И, конечно же, когда дети видят, как ведут себя родители, они себе также позволяют такое же негативное поведение в адрес. And what is worse, И что еще хуже, even some of the teachers act и this way. даже некоторые учителя себе позволяют такое. Тобто в жорстокості дітей винуваті, по суті, батьки, дорослі. So in children's violence, we can simply blame parents. You can blame the society. Ми можемо винити общество. Так, суспільство. Михайло, у мене питання до вас, бо на круглому столі обговорювали методи боротьби з булінгом в Одесі. Які це методи саме от одеські? Які історії ви можете згадати такі, що там от подолали булінг і взагалі про що говорили на круглому столі в рамках наших проблем у місті? Так? Да, спасибо вам большое, Татьяна, за этот вопрос. Действительно, Одесская городская власть и мэр Геннадий Леонидович Труханов делает все для борьбы с этим явлением. И Елена Буйневич, руководитель департамента, она проводит антибуллинговые кампании в одесских школах. И надо, кстати, отметить, что активное участие в антибуллинговой кампании принимает не только партия Одесского городского главы «Доверяй делам», но также Украинская морская партия, которая возглавляется Сергеем Васильевичем Киваловым. И действительно, Сергей Васильевич Кивалов, вы знаете, что он собирает депутатов, который является частью Одесского городского совета и как раз ведет речь о необходимости проведения всяческих программ. Вы знаете, что сейчас активно поддерживается и, собственно, строится церковно-приходская школа по инициативе Сергея Васильевича, которая, кстати, призвана внести вот эти вот утерянные ценности толерантности в общество, воспитать малышей в духе толерантности, уважения друг к другу. Именно поэтому Сергей Васильевич, я вам скажу, не без привлечения ще жизнь положил на то, чтобы эта школа была построена. Так, що таке ігротерапія? Ви теж обговорювали, так, серед методів, так, як розумію, дорослі збираються, так, дорослі і депутати, і чиновники хочуть подолати ці проблеми, але з дітьми працюють, я так розумію, на місцях психологи або якісь терапевти, так, от що таке ігротерапія? Я про це хотіла почути, так? Игротехническая модель, она представляется очень важной. Почему? Потому что дети включаются в определенную игровую модель, в рамках которой поощряется правильное поведение. То есть фактически отрабатывается правильное поведение, моделируются негативные ситуации, создаются определенные конфликтогенные ситуации, чтобы показать детям, как нужно выходить из этих ситуаций, мотивировать их, поощрить. Вот эта теория, игротехническая теория, либо как на Западе это считается геймификационная теория, она как раз мотивирует детей к правильному, к хорошему, положительному поведению, потому что они видят, что правильное
положительное поведение ведет к правильным положительным результатам в среднесрочной перспективе. И задача как раз игр техников и тех, кто запускает такую игру применительно к воспитанию детей, с тем, чтобы привить им правильные коммуникационные навыки, с тем, чтобы избежать трений и конфликтов внутри вот этих вот детских групп. В Одесі так і робиться? Є Конечно, спеціалісти, так? конечно, и специалисты, конечно. Я повторюсь, что Одесская городская власть делает все для того, чтобы внедрять вот такие вот игротехнические модели в школах. И Елена Буне, чем скажу, как руководитель департамента, она большую часть времени как раз посвящает именно борьбе с буллингом в школах, потому что это очень серьезное явление. Ибо если мы не укореним идею и ценность толерантности среди вот этих маленьких малышей, о чем мы можем говорить, о каком развитии нашей страны? Вы поймите, вот эти вот малыши, которые сейчас сегодня ходят в школу, через 20 лет будуть управляти нашою Так, страною. я розумію, це наше майбутнє. Абсолютно. Михайло, ви викладач, так? Ви контактуєте з молоддю. Безусловно. Так, які б теми ви могли назвати як викладач, які є предметом, можливо, насмішок, можливо, ви щось чуєте серед студентського середовища? От про що зараз жартують, причому так зло жартують, і це є предметом булінгу серед студентства? Вы знаете, безусловно, как бы в студенческой среде, в среде молодежи принято подтрунивать друг над другом. Есть определенные моменты, связанные с отсутствием правильной коммуникации. Но есть проблемы, которые вызваны чисто возрастными явлениями, а именно процессом становления молодого человека как сознательной особи. Так? Но с другой стороны, безусловно, есть моменты, которые связаны, например, с определенной нетерпимостью, отсутствием, например, социального равенства. И слава богу, хочу сказать, что в Одесской юридической академии этих проблем нет. Но почему нет этих проблем? Потому что все 20 лет существования вуза, президент университета, деканы факультетов, они делают все, чтобы дети не чувствовали себя ущемленными, чтобы дети чувствовали себя равными друг другу, вне зависимости от того, ты учишься на бюджете, ты учишься на контракте, ты из города, ты, например, из какого-то небольшого поселка. У тебя на социальный статус, абсолютно, абсолютно. Ребенок, который переступает порог нашего университета, он ничем не отличается от другого ребенка. Так, я вас зрозуміла. І у мене питання до нашого поважного гостя. Що б ви порекомендували, Брюса, для того, щоб подолати оцю нетолерантність, булінг серед молоді? Professor Leimsidor, what can you recommend in order to tackle the bullying problem here in Odessa, in Ukraine generally? First of all, I think that one Прежде всего, has to grow into a situation of greater tolerance within the society in general. Прежде of всего, people who нужно do сосредоточиться на not повышении conform толерантности в целом exactly to the most conventional ways of thinking and acting. Прежде всего, нужно сосредоточиться на повышении толерантности в целом обществе и принятию тех людей, которые не совсем конвенционально, то есть традиционно мыслят, которые отличаются, да. And also, very frankly, if it's a question of bullying in schools, если мы говорим очень откровенно о буллинге в not школах, only are the parents responsible, но не but только the teachers have the primary родители виноваты, responsibility. но и учителя виноваты. And handling this type of issue, И and handling борьба с такими types of явлениями, issues of tolerance and acceptance of people who are not и принятие людей, ways, которые не совсем мнения которых и взгляды, которые не совсем совпадают с общими, must be a part of the training of teachers. должно быть частью подготовки учителей. And any teacher that is И каждый seen учитель, to encourage or even permit bullying и каждый should be учитель, disciplined. который разрешает и даже вдохновляет буллинг, должен быть наказан. There's no room for them in И нету schools. никакой тут свободы допускать такое негативное поведение учителей. Так, я вам дуже дякую. Починати потрібно з дорослих. Можна закінчити тему? Так, Одну я вам даю секунду останнє буквально. слово так, Да. в цій програмі. Так. Я хотел бы еще раз поблагодарить канал и завершить я хотел бы следующим, что вот мы, как взрослые люди, вот как представители
и среднего класса, и гражданского общества Украины должны сделать все, чтобы ценность толерантность стала главной ценностью нашей страны, ибо только в этом случае страна будет двигаться вперед. И на всех передачах, которые мы собираемся на этом канале, мы говорим о необходимости реформ в нашей стране. Не будет реформ, если не будет толерантности. Я зрозуміла вашу думку, вона чітка Спасибо. і зрозуміла. Я вам дякую. В студії репортера ми обговорювали булінг та дитячі конфлікти. Михайло Кацин, Брюс Леимсидор був у нас в гостях. Я Тетяна Блайда. Побачимось. Щасти вам.